Он привык быть сильным, и поэтому никогда не просил о помощи. С детства ему говорили, что нужно держаться, что слабость — это лишнее, что настоящие люди справляются сами. Он запомнил это не как слова, а как правило. Когда было тяжело, он молчал. Когда было больно, он сжимался внутри. Когда не знал, что делать, он говорил: «Я разберусь». И чаще всего разбирался. Со стороны он выглядел надежным. Тем, на кого можно опереться. Тем, кто не паникует. Тем, кто выдержит. К нему приходили за советом, за поддержкой, за спокойствием. Он всегда находил слово, но никто не спрашивал, кто поддерживает его. И он сам не задавал себе этот вопрос. Он не просил помощи не потому, что не нуждался в ней, а потому, что не умел. Просьба казалась чем-то опасным. Как будто, если он однажды скажет «мне тяжело», что-то важное внутри него сломается. Он боялся быть обузой, боялся разочаровать, боялся, что его слабость станет окончательной. Он привык решать все сам, даже то, что невозможно вынести в одиночку. Когда было слишком много, он просто становился тише, закрывался, отдалялся. Он называл это самодостаточностью. Но со временем это слово потеряло тепло. Самодостаточность начала напоминать изоляцию. Он часто чувствовал усталость, глубокую, не ту, что проходит после сна. Это была усталость от постоянного напряжения, от необходимости быть собранным, от запрета на слабость. Иногда он ловил себя на мысли, что больше всего устал не от жизни, а от необходимости выглядеть сильным. Он не позволял себе падать. Даже когда сил уже не было, он продолжал идти, потому что не знал, как остановиться и попросить поддержки. Ему казалось, что если он покажет свою хрупкость, его перестанут уважать, перестанут ценить, перестанут любить. Но больше всего он боялся увидеть эту хрупкость сам. Однажды он оказался в ситуации, которую невозможно было решить в одиночку. Он долго сопротивлялся, искал обходные пути, делал вид, что все под контролем, пока не понял, что больше не справляется. Не драматично, не резко, просто тихо. Он сидел в тишине и чувствовал, как внутри поднимается что-то новое. Не страх, не отчаяние, признание. Он впервые позволил себе подумать, а что, если сила — это не отсутствие слабости? Мысль была непривычной, даже пугающей. Ведь если сила — это способность просить, значит, он все это время не был слабым. Он был одиноким. Он понял, что держал все внутри не из гордости, а из страха быть отвергнутым. Он решился сказать. Не громко, не уверенно, просто честно. И мир не рухнул. Его не осудили, не отвернулись, не обесценили. Кто-то просто был рядом, молча, без советов. И в этом присутствии он почувствовал облегчение. Он понял, уязвимость не разрушает связь, она ее создает. Он начал замечать, как часто люди вокруг тоже держатся, тоже молчат, тоже боятся быть слабее, чем кажутся. Он стал внимательнее, мягче, честнее. Он все еще был сильным, но его сила стала другой. Она больше не требовала постоянного напряжения. Он позволил себе быть живым, иногда растерянным, иногда уставшим. Он понял, что настоящая сила — это не умение выдержать все, а умение не быть с этим всем в одиночку. Он больше не прятал боль, он делился ею, и она перестала быть невыносимой. Он понял главное: слабость — это не отсутствие силы, это место, где начинается человеческая близость. И, возможно, именно там человек становится по-настоящему сильным.